В этом видео мы с вами будем строить так называемого RAG-агента, то есть агента, подключенного к внешним, либо к нашим базам данных. Этот агент может использоваться где угодно, повсеместно. Его основная задача — это не только вытаскивать какую-то информацию из баз данных и на основе этой информации давать четкие ответы, может быть, где-то дополнять эту информацию, где-то оставлять ее в оригинале. Этот агент может использоваться где угодно. То есть самые банальные примеры — это какой-нибудь продавец-консультант или просто консультант или специалист службы поддержки, который должен отвечать строго по регламенту. Либо это может быть просто помощник, который будет из имеющихся у него баз данных, которые вы в него выгружаете, будет доставать нужную вам информацию тогда, когда вам удобно. То есть область применения агента может быть любым. Это может быть даже агент, который будет сидеть в вашем чате, записывать все сообщения в чате, вытаскивать оттуда нужную информацию, которая вам нужна, и, соответственно, ее на основе этой информации давать либо свои комментарии, либо свои ответы, либо обучаться таким образом и формировать базу знаний для того, чтобы в будущем кого-то консультировать. То есть здесь все зависит от вашей фантазии, все зависит от ваших потребностей, как вы можете использовать данного агента. В интернете я видел кучу роликов о том, как создавать RAG-агентов, но никто почему-то на пальцах буквально не рассказывает, кто такие RAG-агенты. Значит, RAG-агенты — это подход в искусственном интеллекте, который объединяет два процесса. Это извлечение, поиск и получение релевантной информации из базы данных или других источников, и генерация, то есть создание на основе полученной информации ответ. То есть, простыми словами, RAG работает как умный помощник, который сначала что-то ищет, нужные сведения в своей так называемой библиотеке. Обычно используются векторные библиотеки для того, чтобы там было проще ему искать и для экономии токенов. То есть, когда у нас есть какая-то документация, мы ее сначала преобразуем в вектор, выгружаем в нашу библиотеку, в ту самую память нашего агента, и наш агент будет в будущем обращаться к этой базе данных для того, чтобы понимать, что там происходит, где эта информация есть. То есть представьте, что вы спрашиваете у друга о фильме, который он недавно смотрел. Сначала друг вспоминает, извлекает информацию о сюжете, актерах и своих впечатлениях. Затем формулирует, либо генерирует для вас ответ на основе этих данных. RAG работает похожим образом, но с доступом к гораздо большему объему информации. Главное преимущество RAG в том, что он более точный, в том, что он дает более точные обоснованные ответы, поскольку использует проверенную информацию перед генерацией. То есть основная задача RAG, особенно если мы его используем, например, для ответов на какие-то вопросы, в том, чтобы он не галлюцинировал и не придумывал. То есть наш агент не галлюцинировал, не придумывал какие-то ответы. Он сначала заходит в базу данных ответов, которые у нас есть, и, соответственно, формирует свой ответ. Значит, RAG-агенты используются для решения широкого спектра задач, где важно сочетание точной информации и генерации, соответственно, естественного языка. Например, поиск корпоративных документов, извлечение информации из внутренних баз знаний, технической документации, отчеты и справочники компании. Персональные ассистенты базы знаний, работа с личными базами данных, заметками, электронной почтой, календарем пользователя. Обработка специализированной информации, чат-боты с доступом к актуальной информации. Образовательные системы, создание учебных материалов и ответы на основе проверенных источников. Техническая поддержка, генерация точных ответов, обработка длинных текстов, работа с многоязычной информацией. То есть области применения RAG-агентов, они большие в зависимости от той задачи, которая вам необходима. Процесс создания RAG-агентов происходит из двух этапов. Первый этап, когда мы загружаем в память, в библиотеку нашего AI-агента определенную информацию, а второй этап — это когда мы этой информацией делимся с нашим AI-агентом, и он уже на основе этой информации выдает ответы. То есть способы подключения AI-агента, они могут быть различными. Например, этот RAG-агент, он подключен к Telegram. И когда с Telegram идет какой-то запрос, он, во-первых, формирует базу данных, вопросов с помощью вот этой вот ноды
memory. И во-вторых, он при ответе уже обращается в векторный формат базы данных и дает свой ответ. Я в этом видео вам покажу, как строить самого простого банального RAG-агента, как в него выгружать информацию, то есть пополнять базу знаний. Мы будем использовать Superbase Vector Store это и Postgres Chat Memory. Преимущество этих двух инструментов в том, что, знаете, есть закон о защите персональных данных. И по российским законам, например, мы все должны хранить персональные данные, когда подключаем к нашим AI-агентам какую-то память, либо какую-то базу знаний. Мы эту базу знаний, базу данных мы должны хранить на локальных серверах. И как раз Superbase, он позволяет хранить базу знаний как раз на локальных серверах. То есть мы можем купить свой сервер и, соответственно, там сохранять свою базу знаний. И когда наш AI-агент будет отвечать, он будет сначала как бы заходить в нашу базу знаний на нашем локальном сервере и уже давать ответ нашему клиенту, либо потенциальному клиенту, и таким образом мы не будем нарушать закон. Посмотрите, у меня есть отдельный видеоурок о том, как выгружать, то есть разворачивать Superbase на локальном сервере для того, чтобы не нарушать никакие законы. Значит, хорошо, давайте уже приступим к созданию AI-агента. Напоминаю, что все шаблоны, которые я использую в своих видео, все эти шаблоны доступны в нашем AI-сообществе, ссылка на которые находится под этим видео. То есть вы в буквально там несколько кликов можете скачать все те шаблоны, о которых я говорю в своем видео. Например, под этим видео размещен шаблон сбора Superbase агента, плюс я приложу Superbase агента, подключенного к Telegram, то есть два шаблона. В первом закрепленном сообщении переходите, либо в разделе с описанием попадаете в Telegram-бот, и Telegram-бот вам подробно рассказывает, как вы можете получить доступ ко всем этим шаблонам. Если же вы не хотите скачивать шаблон, то мы сейчас с вами пошагово пройдемся и создадим этот шаблон сами. Значит, сначала нам необходимо активировать, что будет триггером. То есть, еще раз говорю, у нас будет AI-агент делится на две части. Первая часть у нас будет отвечать за то, чтобы выгружать какую-то информацию с наших баз данных. Вторая часть будет отвечать за то, чтобы с этой информацией работать и выгружать ее в базу данных. Значит, давайте сначала построим AI-агента. В первую очередь мы выбираем on-chat message, то есть я вам буду показывать здесь, в этом чате. Также вы можете использовать вот эти вот ноды для подключения AI-агента сразу к Telegram. Просто вы копируете этот элемент и добавляете его в качестве триггера. Второй — это AI-агент, то есть базовый AI-агент. Вы можете с AI-агентами работать как угодно, то есть вы сами придумываете, какие задачи они будут решать. Значит, здесь мы подключаем модель, я выберу ChatGPT 4.1 Nano. Это одна из самых сегодня дешевых AI-моделей, быстрых, плюс она умная и у нее есть масса преимуществ. Хорошо, в качестве memory я здесь буду использовать Postgres Chat Memory. Я не буду использовать классический инструмент по одной простой причине. Когда мы отпускаем нашего агента работать, соответственно, уже в активную работу, мы, если взаимодействуем, например, с пользователями из России, то нам необходимо сохранить, то есть, либо если мы работаем в юрисдикции России, то нам надо сохранить базы данных на локальных серверах, а если мы этого делать не будем, мы можем получить, соответственно, штраф. Чтобы не допускать эту проблему, мы можем поставить Postgres Chat Memory и сохранять всю память нашего AI-агента в специализированные ячейки, которые будут храниться на нашем локальном сервере. Я в этом видео не буду показывать, как собирать локальный сервер. У меня есть отдельное видео, там примерно 30-минутное видео о том, как создать такой локальный сервер и привязать его, соответственно, к N8N. Обязательно посмотрите это видео, если вас интересует эта тема. Значит, Postgres Chat Memory. Здесь нам необходимо создать либо войти в свой аккаунт Postgres. Что такое аккаунт Postgres? Аккаунт Postgres — это аккаунт, куда будет сохраняться ваша база данных. То есть, простыми словами, если рассказывать, что такое Postgres,
Postgres — это нода в N8N, словно такая, знаете, волшебная коробка, в которой можно хранить и доставать оттуда любую информацию по запросу. То есть это хранение, когда ты в нее что-то кладешь, например, заказ или список клиентов, она аккуратно все это запоминает и хранит. Доставание, когда ты просишь ее: покажи мне последние там 5 заказов, сколько осталось товаров на складе, она достает нужную информацию и отдает тебе. То есть, грубо говоря, это самая база знаний. Но мы будем Postgres, как бы данные с Postgres хранить именно на Supabase. То есть Supabase — это такое, знаете, волшебная мастерская, которая сразу дает тебе готовый скелет для твоего приложения, чтобы не строить все с нуля. Простыми словами, Supabase — это то, что позволяет в удобном формате хранить нам данные. В связке Postgres и Supabase это у тебя есть волшебная коробка, в которой ты хранишь игрушки. А Supabase — это разноцветные наклейки и кнопки на этой коробке, которые дают ей суперспособности. То есть, ты знаете, самое такое простое объяснение Postgres и Supabase. Для того, чтобы ввести сюда необходимые нам данные, нам необходимо зайти либо создать свой аккаунт Supabase, либо локально, либо вот я буду показывать в облачной версии. Облачная версия, конечно, будет нарушать правила хранения данных, поэтому у меня есть локальная версия. Я в качестве просто видео своих записей для удобства показываю именно в облачных версиях, чтобы это просто все происходило быстро и без каких-либо новых тормозов. Значит, мы регистрируемся в Supabase, создаем новый проект, называем этот проект как-то, да, например, тест N8, и задаем, соответственно, пароль для этой базы данных. Для этот пароль важно запомнить, потому что этот пароль будет использоваться как раз вот в Postgres нашем аккаунте. Запоминаем пароль, здесь выбираем регион. К сожалению, здесь России нету, поэтому я и говорю, что необходимо хранить данные на локальных серверах и Supabase развернуть именно на локальном сервере для того, чтобы не попасть ни под какие ограничения. Ну хорошо, я здесь вобью вот первый попавшийся регион, нажимаю Create New Project. Это все же для теста, я потом удалю, соответственно, эту базу данных и в ней ничего хранить не собираюсь. Значит, мы попали в проект, называется он тест N8N. Нам необходимо отсюда сейчас вытащить данные и подключить, соответственно, эти данные к нашему Postgres аккаунту. Значит, для этого мы заходим в настройки, для этого мы заходим вот кнопочку Connect, нажимаем, и здесь есть информация о наших базах данных. Значит, есть информация о Postgres, вот она таким образом выделена, нам она как раз и нужна. Мы ее открываем и копируем данные, копируем хост, вот он, скопировали. И добавляем, соответственно, вот сюда, в этот раздел host. Database, она, по-моему, так и называется. Postgres, да. Дальше user, копируем юзера и добавляем эти данные вот сюда, в качестве юзера. Давайте я немножко увеличу, да, чтобы было все детально видно и понятно. Значит, дальше копируем порт. Порт, он в самом конце находится. Вот мы сюда вставляем эти данные. И здесь там еще user, database, port, host и все. И ввести необходимо будет пароль. То есть пароль, который мы только что установили при создании базы данных. Я ввел этот пароль, нажимаю Save, и у меня должно загореться здесь зеленым. То есть да, все произошло соединение. Я еще переименую Postgres Demo Test N8N. Могу еще раз проверить, все работает, нажимаю Save. И теперь смотрите, все сохранил. Теперь я выбираю этот аккаунт Demo Test N8N Postgres. Также у меня есть локальные Postgres и локальные базы данных. Значит, здесь ничего я не меняю. Единственное, я здесь изменю table name. То есть я сюда могу прописать, как это правильно сказать, прописать ссылку на свою таблицу, куда будет сохраняться вся история моего чата. То есть, грубо говоря, здесь есть в Supabase
есть таблица, то есть раздел с таблицами, куда будут сохраняться данные. Сейчас она пустая, потому что мы создали новый проект, но после того, как мы начнем общаться с нашим AI-агентом, здесь появится, соответственно, такая папка. Мы можем ее переименовать, но сейчас я этого делать не буду. Нажимаю Save и давайте протестим. То есть я напишу AI-агенту что-нибудь. Напишу ему банально, да, «Привет, ты кто?». Сейчас он должен, почему-то закрылось, значит, здравствуйте, я искусственный интеллект, созданный для ответов на ваши вопросы. И он записал двое данных в свою таблицу. Мы сейчас можем зайти в Supabase, и видите, у нас появилась новая таблица, и здесь уже есть история. То есть, привет, ты кто? Здравствуйте, я искусственный интеллект, создан для ответов на ваши вопросы, помощи в различных задачах. Чем я могу помочь? И он уже идентифицировал, то есть, какая была сессия, кто писал и кто отвечал. То есть, видите, таким образом мы создаем свою базу данных для хранения ответов от наших агентов. Это очень удобно за счет того, что, еще раз говорю, мы можем все это сохранять локально. Значит, первая часть как бы сделана. Мы сделали агента. Нам необходимо к этому агенту еще подключить Supabase, то есть базу данных, к которой он будет обращаться. Но так как у нас сейчас пока Supabase, то есть базы данных как таковой нет, мы пока ее оставим вот в таком формате. Значит, сейчас нам необходимо создать выгрузку данных в эту базу данных. Как это сделать? Мы создаем триггер, то есть здесь обычно, знаете, используют триггер временной, то есть когда раз в сутки, например, мы добавляем какую-то информацию, и эта информация раз в сутки, она будет автоматически выгружаться в наши базы данных. Но я буду в качестве теста использовать триггер тест workflow, для того, чтобы все это быстро продемонстрировать и показать, как работает. Значит, дальше. Что мы будем делать? Мы должны выгружать документы, например, с Google Drive документ. Мы будем хранить какие-то документы в Google Drive, и эти документы уже будем выгружать в Supabase, для того, чтобы наш агент обращался к этой Supabase. Выбираем Download файл. То есть выгрузка файла. Здесь у нас должны быть подключены наши Google Drive документы. Как это сделать? У меня тоже есть отдельный урок. В шаблонах я сюда приложу, соответственно, ссылку для того, чтобы вы могли быстро посмотреть, как добавить Google Drive документы к своему N8N аккаунту. Хорошо, у меня уже Google Drive документы выбраны. Я всего лишь выберу тот материал, который я хочу выгружать. Смотрите, у меня есть прайс-лист на меню из ресторана. Давайте посмотрю, что там. Ну, вот такой вот прайс-лист из меню ресторанов. Давайте я, наверное, еще раз перейду, потому что там два файла. В одном ничего нету, а во втором что-то есть. Да, то есть у нас есть прайс-лист из меню ресторанов. Я, например, этот прайс-лист и хочу выгрузить в свои документы. Хорошо, значит, я нажимаю здесь, давайте, тест-тэп, чтобы продемонстрировать, как это работает. Так, у меня что-то с интернетом. Переподключусь. Проблема была с интернетом, потому что мы не видели в реальном времени, да, как происходил, соответственно, процесс. Окей, видим, сейчас все отлично зажигается. Значит, выгружаем этот документ, который мы только что выгрузили. И смотрите, вот он в таком формате пришел. То есть мы его отсюда можем скачать, либо его посмотреть. Наша основная задача — это выгружать его в Supabase. Мы выбираем Supabase, Vector Store. И здесь добавить документ to Vector Store, то есть векторный формат. Значит, смотрите, здесь нам также необходимо сейчас привязать свой Supabase аккаунт. Нажимаем New Credital. И здесь есть два раздела: Host и Service Roles Secret. Где эти разделы взять? Мы заходим опять в свою Supabase базу, нажимаем нажимаем как раз Project Setting, и здесь есть Data API. Значит, мы копируем вот этот вот URL, который верхний, копируем его, добавляем сюда. Вторым шагом мы копируем, соответственно, вот этот вот Service Role Secret. Все, я его скопировал, вставил, нажимаем Save, он тестирует, все, аккаунт привязан. Давайте здесь тоже Supabase. У меня много аккаунтов,
У меня много аккаунтов, поэтому приходится переименовывать для того, чтобы не забыть, какой аккаунт к чему принадлежит, а то потом удаляешь что-то лишнее. Какие-то мы тестируем, какие-то показываю, то есть большое количество аккаунтов. Хорошо, здесь нам необходимо выбрать лист. У нас создан с вами только один лист на этом аккаунте, N8N Chat History. Нам необходимо создать специализированный документ для того, специализированную папку, специализированную таблицу, куда будут сохраняться все в векторном формате. Как это сделать? Мы нажимаем вот сюда вот на Docs, переходим в документацию по N8N и Supabase. Вот таким образом выглядит эта документация, и нам необходимо найти вот такую вот фразу Quick Start to Setting for You Vector, то есть быстрый старт для создания своих векторных таблиц. Дальше мы находим вот на первой же этой странице SQL, копируем ее сюда, заходим в свой Supabase, выбираем SQL Editor и сюда просто вот вставляем то, что здесь сказано. Единственное, если вы хотите поменять имя таблицы, вам необходимо изменить документацию. То есть здесь имя таблицы будет Documents. Если вы хотите ее назвать как-то иначе, скопируйте этот код, попросите ChatGPT переименовать эту таблицу, плюс он переименует здесь еще определенные данные. Вот эту вот ссылку переименует, вот эту вот ссылку переименует. То есть он проведет эту всю работу и переведет все это в векторный формат для того, чтобы у вас все работало. Если вам не важно, как называется, соответственно, эта таблица, вы можете вот ее просто назвать Documents. Дальше нажимаем Run, и здесь должно отобразиться Success. То есть все круто, все, таблица создана. Сейчас заходим в таблицы, и у нас появилась новая таблица, то есть N8N Chat History и Documents, то есть вторая таблица с документами. Здесь он уже сам добавил те как это правильно сказать, ячейки, которые будут необходимы. То есть те столбцы, которые ему необходимы для работы. Все, мы здесь сейчас выбираем, давайте заново зайду, выбираем как раз эту таблицу, вот она должна отобразиться, уже да, вот Documents. Выбираем эту таблицу, нажимаем, так, пока ничего не нажимаем. Дальше нам необходимо ввести embedding. Embedding это, знаете, он делит большой файл, грубо говоря, на маленькие частицы, для того, чтобы ему в будущем удобно было все это доставать. Но они как-то называются, я просто, честно, вылетел из головы. Очень такое смешное, интересное название. Вот, они таким образом, соответственно, называются. И дальше нам необходимо еще выбрать форму загрузки. То есть мы выбираем вот это стандартное, здесь выбираем бинарный, потому что это бинарный файл. Видите, вот здесь он отображается в разделе с бинарным, а не в разделе с JSON. JSON у нас пустой, здесь бинарный файл. Мы выбираем бинарный файл, все, здесь ничего не изменяем. И здесь также выбираем, как мы будем делить, соответственно, текст. Я в основном выбираю вот этот вариант. Второй, здесь тоже каких-то дополнительных настроек не требуется. И смотрите, да, вот у нас сейчас таблица. Так, где эта таблица? И смотрите, у нас сейчас эта таблица с документами, она пустая. Что мы делаем? Мы давайте сохраним для начала и запустим, соответственно, выгрузку в векторный формат. Смотрите, он сказал, что здесь прошло как бы два файла, две строки были созданы две записи. Заходим в Documents, сейчас перегрузим, и вот в Documents у нас появилось два файла. Значит, контент, который был выгружен, соответственно, метаданные для этого контента, и все это в векторном формате для того, чтобы наш агент смог вытаскивать все эти данные в векторном формате. Хорошо, значит, у нас есть две данных в нашей таблице. Что мы сейчас сделали? Мы сделали как бы автоматизацию для загрузки наших файлов. Все, сейчас нам необходимо спросить у AI-агента, попросить AI-агента для того, чтобы он обращался к данным из этой таблицы. Мы настраиваем Supabase. Здесь прописываем его имя, например, меню, да, это будет у нас меню ресторан, да, меню ресторан. Здесь description прописываем. Description лучше прописывать на английском языке. Я простой description написал это, то есть залезай сюда, когда тебе нужно узнать меню ресторана. И здесь from list. Так, стоп, я выбрал не тот аккаунт. Значит, у нас демо-тест N8N, вот этот аккаунт. И здесь должна отображаться вот таблица с Documents. Окей,
Все. Значит, также подключаем embedding от ChatGPT, Small. Да, все окей. Все работает. Теперь сохраняем и можем мы спросить у нашего агента. Давайте, что там в меню сказано. Давайте ему зададим вопрос, сколько стоит тартар из тунца. Сколько стоит тартар из тунца? Он сейчас, мы видим, обращается к базе данных и отвечает, что цена тартара из тунца составляет 650 рублей. Заходим в базу данных, тартар из тунца 650 рублей. Огурцы с икрой осетра. Давайте допустим специальную ошибку. Огурцы с икрой осетра 950 рублей. Заходим. Действительно 950 рублей. То есть сейчас он обращается в нашу базу данных. Я бы сюда еще добавил дополнительный инструмент Think. Он он позволяет нашему агенту обращаться к разуму и вспоминать, соответственно, что он отвечал. За счет этого он экономит сильно токены. Хорошо, смотрите, плюс те запросы, которые мы ему сейчас задавали, они также пошли в нашу базу знаний, базу данных, и из этой базы данных мы уже можем спрашивать, там, какие наиболее популярные блюда, либо какие наиболее популярные запросы в него приходят. То есть работать уже с этим агентом. Таким образом, буквально там за несколько минут создается RAR-агент. Конечно, да, его в общем можно усиливать, можно выгружать в него свои данные. Я рекомендую, чтобы данные хранились все же на ваших локальных серверах. И создается тот самый RAG-агент. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если вам нужны шаблоны, переходите в первое закрепленное сообщение, либо в описании под этим видео попадаете в Telegram-бота. Я же вас попрошу обязательно поставить «Мне нравится» под этим видео, поделиться этим видео с друзьями, подписаться на YouTube канал, на Telegram канал. С вами был Игорь Зуевич. Пока.